Всем привет! Я решила записать небольшое видео о моем новом хобби. Я очень долго ждала и думала о том, что я хочу шить. И вот, наконец-таки, я созрела купить свою первую швейную машинку. Я очень долго выбирала, не могла понять, какую конкретно мне нужно. Я не могла понять до конца, хочу я шить или нет, хотя желание всегда такое было. И когда я выбирала швейную машинку, я выбирала с мыслью, вот эти куча функций, которые там есть, буду ли я ими пользоваться, и как часто буду я шить, будет ли моя швейная машинка пылиться в шкафу, как у многих, у кого я спрашивала, кто любит шить, или не будет, я не могу сказать точно. Сейчас мне очень хочется шить, поэтому я не знаю, как будет дальше. И я выбрала машинку механическую, с небольшим количеством функций. Не знаю, пожалею я об этом или нет. Расскажите мне в комментариях, как вы думаете, хорошая у меня машинка или нет. Вот она, моя красавица. Бам-бам-бам-бам. Так, это у нас тут вид сзади, да? Вид сзади. Вот такую я выбрала. Это что у меня? Вот такая, механическая, да? Но в целом, как бы, не очень много функций у нее. Но я думаю, что она удовлетворит все мои потребности. Почему? Потому что тут есть оверлочный шов, который обрабатывает швы. Есть прямая строчка. И вот выбирала еще там между другой. Вот у нее есть петля одной функции. Не нужно там 10 раз переворачивать. Она как бы заправила и шьет. Вот. Я подумала, что это прикольно. И можно попробовать такую швейную машинку. Вот. Я уже попробовала на ней немножко шить. Я попробовала сделать свое первое изделие, первое платье. Я очень долго ждала эту машинку. Не знаю, не 10 дней, наверное, она шла ко мне. Это очень долго. Я просто хотела шить прямо сейчас. Но доставка в 10 дней. Я очень долго ждала. И когда я ее получила, я, конечно же, сразу же захотела что-то шить срочно, прям вот в душе вот все свербило, как хочется шить. У меня был отрез ткани 145 на 145 сантиметров. Это маленький, я так поняла. Ну, какой был. Я зашла в ближайший секонд-хенд, в отдел ткани. Не знаю, там что, занавески или просто ткани. И там был вот такой отрезок хлопка. Я почитала, что для новичков лучше хлопок. Купила этот хлопок, он оказался 145 на 45. Я такая, окей, неважно, я не знаю, что я буду шить, но как бы мне попробовать хватит. Вроде как ткань для новичков нормально. Соответственно, я его сделала. Нашла какое-то платье без выкройки. Что-то там нашила, сейчас я вам покажу. С декольте вот таким вот. Но как бы я понимаю, что мне неудобно таким декольте. Я, наверное, еще лямки приделаю. У меня там от ткани осталось буквально совсем чуть-чуть. Буквально там 50 сантиметров, даже меньше, 30. И я думаю, эти лямки все-таки я нашью, сделаю себе. Ну и буду ходить где-нибудь на даче летом. Или на курорте пойду на завтрак. Я не знаю, что. Короче, ткань такая больше подходящая для наволочек. Ну и расцветка такая же. Как бы сейчас я вам покажу. Так, ну вот такая у меня ткань. Она немножко просвечивает. Это вот юбка. У меня воланы. Я попробовала шить воланы. Строчка, ну вот ровненькая вроде, да. Где-то у меня не очень ровненько получалось там на стыках. Но в целом, вот я обработала швы. Я не знаю, тут близко надо подрезать, как бы я еще не поняла. Сначала мне делать вот этот шов, потом делать обработку. Короче, я еще разбираюсь. Ну, ниточки я еще подрежу. Ну, короче, обработала швы. Здесь у меня резиночка. Ну, вот такой вот нежная ткань. Мне было интересно сшить из этой ткани, потому что, во-первых, это хлопок. Она
простая, да, для новичков, я так поняла. Ну, в принципе, мне было удобно шить. Во-вторых, мне было вообще интересно узнать, что получится, вот если ткань вот такая, да, для пододеяльников, вот, как она смотрится в платье будет, как она будет смотреться. Ну, в целом, ну, очень нежное получилось изделие. Вот здесь у меня тоже сверху резиночка. Воланы, да, можно, в принципе, носить без белья летом. Тут ничего не видно, не просвечивает. Вот, ну вот такое декольте я вот, не знаю, мне не очень комфортно. А это даже вот так повернуть надо. Ну, неважно, тут можно вообще одевать любой стороной. Тут эти швы боковые не видно. Такая юбочка у меня, что ниточка торчит, да, сейчас уберем. Что, в принципе, видно. Не видно, где там чего можно переворачивать, как угодно. Лямочки только потом. Посмотрю, как у меня лямочки получатся. Я вам напишу, запишу. Покажу потом, что получилось. В итоге вот такое вот у меня красивое, мне нравится. Оно очень нежно выглядит. Единственное, что для меня, мне кажется, это платье немножко бледновато. С моим цветотипом хочется немножко потемнее, да, чего-то, или поярче, может быть. Но в целом я буду его носить, наверное, да. Ну, я очень рада, мне понравилось вообще шить. Я уже очень хочу шить, но мне надо готовиться к экзамену, а не шить вообще-то. А то тут эту магию творить хочется. Вот мне такая драпировочка у меня тут. Вот я тут что-то там складывала, вот у меня получился такой воланчик. Очень мне понравилось. Короче, я доделаю свое платье чуть попозже, когда сдам экзамен уже. Вот. Вот такая красота. Так, сейчас покажу, что у меня получилось. Я примерила. Вот такое вот оно. Пушистенькое такое. Красивое. Вот такое платье. Еще раз, да, у меня вот здесь резиночка. Вот здесь на талии тоже резиночка. Но сначала у меня была здесь послабее, но я ее подзатянула, чтобы она была попрочнее. Тут все сидела, ничего не падало никуда. Ну и в принципе, как бы воланы такие у меня получились. Не очень я привыкла такой фасон носить, но как первое изделие мне нравится. Я потом покажу, когда я нашью лямочки сюда. Так, ну вот, разложила свои лямки. У меня хватило ровно на 4 лямки, и еще, наверное, кусочек остался для какой-нибудь резиночки. Я сделаю себе резиночку на волосы. Надеюсь, этого мне хватит. Я все отутюжила. Сейчас буду сшивать. Они не очень ровные, но как бы я так там отмеряла, чтобы вроде средненько было. Ну, посмотрим. Сейчас я сделаю чего-нибудь. Они достаточно длинные получились. Я думаю, что мне хватит бантики завязывать. Так что посмотрим. Вот, я пришила лямочки. Сейчас вам видно, надеюсь, хорошо. Вот такое платьишко у меня получилось. Вроде бы по закрытию, да, смотрится как-то поскромнее чуть-чуть. Поскромнее, несмотря на то, что с бантиками. Ой, ну вот, сейчас я сюда в тенек встану, чтобы было поинтереснее. Ну вот. Та-дам-там-там. Единственное, по длине, да, я бы, наверное, хотела подлиннее, потому что оно как бы такое до колена, но ткани было мало, поэтому, может быть, в следующий раз я сделаю подлиннее. Вот, у меня там цветочки. Вот так вот смотрится это.
Оп, оп, сфокусировалась. Ну, лямочки, лямочки, да. У меня еще есть сережки с черничкой. Как будто бы такое дачно. Может быть, не дачно. Я не знаю, могу я в этом платье ходить куда-то, кроме дачи, например. Или пляж, на завтрак пойти на курорте. На пляж можно пойти. Куда еще я могу пойти в таком платье? Ну вот, такой вот, я довольна, в принципе. В следующий раз я думаю, что я сделаю что-нибудь другое. Ну, такой же фасон, возможно, у меня будет, ну, подлиннее. Вот. Ну, вам не видно, но я не знаю, у меня куда-то делась палка, а селфи-палки у меня куда-то делась, поэтому я снимаю вот так. Представьте, что на улице жара. Все время хочется поправить вот эту вот штучку, как будто бы резиночки сюда не хватает, или что, или она так должна быть, топорщится, не знаю. Короче, все время хочется ее примять, пригладить, пришить, что ли. И ладно, так оставлю, буду так ходить, пусть будет такая игривая. Купила на балкон помидорки, уже готовые в горшке, потому что в этом году у меня даже рассада умерла, не дожив, уже в семенах погибла. Поэтому я решила не мучиться в этом году и купить помидорки, чтобы они уже были тут и только вот уже готовые снимать. Сегодня купила, вот они уже тут зрелые висят. Надеюсь, что они тут у нас будут. Вот наш хозяйственный уголок. Напишите мне в комментариях, как вам мое платье. Куда я могу в нем ходить? Ой. Мне будет очень интересно узнать, потому что никто меня в нем особо не видит. Никуда я в нем не хожу здесь. Погода еще не позволяет. Вот, поэтому я пока еще не выгуливала на улице, вот на балконе вам снимаю. Напишите мне чего-нибудь, как вам платьишко.